Основа переговоров, ну их всего 3. Баночку пивка прокусить, и ты уже по-английски, значит, говоришь. Дверь распахивай, пока тыш, на дна. А чё там сейчас будешь мне объяснять? Кто сильный, тот и прав. Ты видел хоть раз, чтобы животные друг с другом переговоры вели? Тот, кто владеет этими основами, всегда на коне. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Игорь Владимирович, предлагаю сегодня поговорить о мастерстве переговоров. Важная такая тема и частый запрос от наших подписчиков. Есть ли у вас понимание самых ярких и основных ошибок в переговорах, которые делают люди? Да, это очень сильный вопрос, потому что вся наша жизнь — это сплошные переговоры. Переговоры с женой, с мужем, с работодателем, да, еще он зарплату не платит. Поэтому выпуск подойдет всем и каждому, и бизнесменам, и предпринимателям, и творческим людям, женщинам, мужчинам, бабушкам, дедушкам и даже детям, всем. И здесь есть несколько особенностей, о которых сегодня расскажу. Ошибки. Слово такое колючее — ошибки, поэтому я назову это вирусы. Какой антивирусный фильтр следует поставить, чтобы убрать самые, такие неприятные штуки, которые вообще могут крест на всем поставить, да? Первое — доказывать свою правоту. Возникает какой-то повод обсудить и переговориться, и вдруг люди, контрагенты, начинают друг другу доказывать свою правоту. Да нет, ты вообще не прав, вот ты не прав, да? То есть уже потеряли суть, просто люди рубятся, значит, ты не прав. На самом деле деструктивная ситуация, позиции, многие попадали в это много раз, я уверен, да, поэтому это первый вирус, и ваш антивирусный фильтр должен быть на это устроен. Второе — агрессия, гнев, вот эта доминация, там вот это, да. Ну, собственно, вот такие вот стили, они к чему ведут? К схлопыванию, к купированию, замыканию. В принципе, с таким же успехом можно взять большой молоток, стукнуть по голове, все. Третье — нетерпеливость. Вот быстро, вот давай быстро вот договоримся и так далее. Я приведу пример: китайский стиль ведения переговоров. Это когда изматывающие не один день, 2 могут идти переговоры с китайцами, 3 дня, да, и они каждый раз, у них команды сменяются, и люди, когда вот сидят, они говорят: да все уже, мы готовы подписаться, пусть это закончится. Вот тут китайцы и подписывают. А что произошло? Ты нетерпеливо решил избавиться от не очень комфортной ситуации, в результате получил очень невыгодный контракт и так далее. Все. Если наш антивирусный фильтр срезал вот эти вот штуки, мы практически готовы к тому, чтобы наши переговоры прошли с очень, таким, по-хорошему, так сказать, по выгодному пути для нас. С какой позиции и как вести переговоры с начальником? Например, при приеме на работу. Вот вы, как руководитель, какого бы человека в какой позиции взяли? И, может быть, чуть больше бы заплатили? Самая актуальная история взаимодействия сотрудника с работодателем заключается вот в чем. Неважно, что есть у сотрудника. Сотруднику важно понять, что нужно работодателю. Сотруднику очень важно встать на позицию работодателя и пытаться разгадать этот ребус. Поэтому я очень четко вижу, когда человек приходит устраивается на работу, и он вообще ничего о компании не знает, о тебе не знает. Мне просто вообще с ним неинтересно продолжать. То есть пришел человек, функция, и спросил меня: встройте меня куда-то. И пошел в жопу. Я не хочу тратить время на встраивание этой функции. Более того, это самое критическое, что может быть в функции, это умение или практика самовстраивания. И, соответственно, те люди, которые не так, они говорят: я функция, заюзайте меня. Они очень дешево стоят. Зачем мне нахрен такой сотрудник? Значит, ему для того, чтобы им руководить, потребуется дополнительный начальник, который тоже придет такой и скажет: я начальник. Я говорю: еще один. Да, я говорю: да лучше мне от того сотрудника, который умеет самовстраиваться, вырасти его на позицию начальник. Тогда он из себя сможет встраивать, да? И всех, кто будет рядом с ним, помогать им овладеть вот этой вот подходом по встраиванию и так далее. Вот мой подход.
Мне лично приматы не нужны. Вот это пестик-тычинка, это вот пускай вот биологические уроки в школе. Мне нужны люди, человеки, а не амебы, почкующиеся делением. Вот так. Давайте про основы переговоров. Есть ли разница, в какой позиции ты в эти переговоры заходишь, в более слабый или более сильный, и как вот здесь быть? Да, основа переговоров, ну их всего 3, очень легко запомнить. Это позиция, в которой ты заходишь, ну позиция сверху, снизу или может быть по горизонту, да. А дальше сценарий, знаешь, как в сексе там. Камасутру кто почитал, он знает, сколько можно, и так, и так, и так. А кто не читал, что? Классик. Или там пару каких-то у пацанов там подсмотрел и так далее. Поэтому тот, кто знаком с Камасутрой, у того сценарии более разнообразные. Ну и, конечно же, поведенческие стратегии. Ну, начнем по ходу. Значит, я люблю начинать со сценария. Наш мозг так устроен, что, встречаясь с чем-то необычным, да, идет временное, ну, такое замешательство. Тот, кто более насмотрен, начитан или наслышан разными, что бывало в разных ситуациях и в других, ну, в принципе, это такие жизненные или там, деловые сценарии, тот более вооружен. Поэтому, чем шире библиотека сценариев, о которых можно познакомиться и узнать у других людей, читая книги, бывая во многих этих ситуациях, чем шире твоя библиотека сценариев, тем более ты вооружен и оснащен сценариями. Второе — позиция. Позиция, с которой вы пришли на переговоры, очень сильно влияет на то, как будут складываться ваши переговоры. Об этих позициях надо знать. Позиция сверху, ну, такая доминирующая позиция. Ну, представь себе, да, ты заходишь такой, дверь распахивает, такая, да, а там другой доминатор сидит, опаньки, да, и он такой говорит, да на каждую хитрую задницу есть, понимаешь, черенок с винтом, понимаешь, и будут переговоры. Будут просто истязания, ну, бокс будет, форменное убийство, смертоубийство. Да. Позиция присмыкания, ну, такой снизу, доминатор и тот, кого доминирует. Да. Ну, в принципе, твой простор, как, ну, если ты в позиции снизу пришел, он, ну, минимален. И, в принципе, ну, какие будут переговоры? Не переговоры будут, а забивание гвоздя в твою голову. И просто целая библиотека позиций, ну, таких, знаешь, разнообразных, ну, горизонтальных, когда не сверху, не снизу, а, ну, как бы сбоку. Вот два человека так танцуют. Ну и третье — поведенческая стратегия. Поведенческая стратегия часто срастается с нашим представлением себя, с нашим представлением мира, самого себя. Ну, кто-то проживает жизнь эксперта, кто-то там достигатора, кто-то такого решателя, да. Но дело в том, что все эти поведенческие стратегии присущи каждому из нас. От того, что мы в какой-то поведенческой стратегии наиболее часто бываем, это не означает, что она окажется наиболее выгодной в тот момент вот в этих вот переговорах. А переключиться в другую мы можем не уметь. И вот получается, основы переговоров, они сложены из чего? Библиотека сценариев, соответственно, позиция и, конечно же, твой личный арсенал хорошо прокачанных поведенческих стратегий. Это и есть основы переговоров. Для жизни, для бизнеса, для любой ситуации тот, кто владеет этими основами, всегда на коне. Пошла! Ну и хорошо это показывается все на примере. Есть огромный производитель сырьевого компонента. И есть Технониколь, который закупает половину. То есть степень взаимозависимости этих двух контрагентов огромная. Поэтому любые изменения у одного контрагента очень больно бьют то, что у другого. Вот эта взаимозависимость. Но контракты составлены так, что когда у этого случается событие, да, он не может поменять что-то, не объявив вот это изменение. Вот у него случилось, он объявил, а эти говорят, не-не-не, вы выполняете. Тут я не могу. Пошла рубиловка. Ну, я понимаю, что если мы еще какое-то время сейчас вот так будем, слушай, наши заводы начнут вставать. Его заводы начнут вставать. Мы окажемся в еще более херовой ситуации. Мне было очень, я набираю телефон этого своего контрагента и говорю, слушай, давай поговорим. Че там сейчас, будешь мне объяснять там что-то? Я ему повторяю слово в слово то, что я сейчас сказал. Слушай, видишь сценарий? Нам становится теперь херово, потому что, когда ты этот сценарий, ты его вспоминаешь, ты понимаешь, что невосполнимость многих потерь такая, что мы как будто бы сами друг друга убиваем. Дальше я занимаю поведенческую стратегию алхимик, пытаюсь создать среду, в которой
никто не потеряет лицо, но мы включим другой какой-то сценарий развития событий, который будет из арсенала более приемлемого нам. То есть мы должны найти формулировку, с которой мы сейчас пойдем к своим людям, к своим армадам, которые оружие наточили, порох зарядили, пушки, они все вывели, все на исходную позицию, они готовы стрелять ракетами из всех калибров, да? А мы сейчас к ним придем, и когда то, что мы им скажем, не сделает нас, как будто мы слабаки. И это непростая история, когда ты только что навозбуждал своих боевых генералов, а тут приходишь, говоришь, типа, война отменяется. Они говорят, в смысле? В результате мы в очередной раз уменьшили дозу взаимозависимости, то есть теперь только треть производства нашего контрагента поставляла нам продукт, и мы пошли на рынок искать. И мы нашли на мировом рынке в Китае поставщиков, которые стали поставлять нам недостающие сырьевые компоненты. Поэтому у любой ситуации, у любой заварушки есть решение, но только тогда, когда ты очистил вирусы, применил основы, ну и, конечно же, воспользовался уловками. Может, давайте про уловки. Какие уловки психологические есть в переговорах, которые можно использовать? Давайте по порядку. Итак, социальное доказательство. Самая сильная уловка, когда ты, оказывая на кого-то влияние, говоришь, да вот, то, что я тебе говорю, вот ты прими эту позицию. Почему? Да потому что вот тот уже принял, вот тот принял, вот тот принял. Вот все так делают, а ты еще нет. А я что, белая ворона там и так далее. Дальше. Молчание. Да все знают такую уловку, все видели ее, когда вдруг твой контрагент замолкает, и ты такой не знаешь, что делать, ты такой, что случилось, ну как, вот я тут, то есть ты начинаешь нервничать, и происходит, может быть, изменение сценария переговоров и так далее, да. Тихий голос. Когда вдруг человек приходит на тихий голос, и все вынуждены вслушиваться. Вроде у тебя тихий голос, а твоя влиятельность, в группе переговорщиков очень повышается, потому что все вынуждены вслушиваться, а это создает ситуацию, что говорящий тихим голосом, он встает в более доминативную такую позицию. Уловка изматывания, я уже об этом говорил, когда ты просто включаешь такой велосипед. Если вы видите, что кто-то против вас применяет уловку велосипед, кайфаните от того, что вы отфиксировали это, и садитесь на этот велосипед, и тоже то есть просто если вы реально будете хотеть слезть с этого велосипеда, бороться то вас будет колбасить, путешествуйте. Тактильность, прикосновение, похлопывание и так далее. Прекрасный пример, по-моему, Трамп. Если посмотреть все сюжеты, когда бывший президент Америки проводил переговоры, какие-то встречи, он постоянно под локоточек возьмет замечательный переговорщик. В общем, есть еще некоторые уловки, я вам рассказал, самые такие первые, бытовые, которые, в ходу, что называется. И наверняка вы их, знаете, пользуетесь, но неосознанно, возможно, иногда пользуетесь, не осознавая, какую великую силу несут эти уловки, если они задействованы осознанно. В переговорах всегда один победитель, или может быть несколько, или может быть наоборот ни одного? Классный вопрос. 3 слоя в этом вопросе. Биологический примитивизм. Ты видел хоть раз, чтобы животные друг с другом переговоры вели? Волки пришли, значит, олень стоит, они его съели. Какие нахрен переговоры? Там переговоры очень просто. Кто сильный, тот и прав. Точка. Есть доминатор, и он съедает, значит, того, кого он доминирует. Точка. В биологии так, в зоологии, в мире растений, в мире животных – все. Во втором уровне царствуют люди, которых вы сейчас узнаете. Те, которые говорят святое заклинание «Вин-вин». Выиграл. Если невозможно сожрать, говорит, ладно, хорошо, давай хотя бы поделимся. Да, а это вин-вин. Но что-то как-то вин-вин не приводит к какой-то процветанию, или к какому-то изобилию. Да, потому что есть 3-й уровень, на котором переговорщики стремятся, чтобы было win-win-win, чтобы обязательно выиграла среда. Среда, в которой выиграют и переговорщики, каждый, и другие люди тоже выиграют, другие переговорщики, и общество.
очень четко делится на очень бедные, так себе, и процветающие. Именно от того, насколько концентрация людей первого, второго или третьего типа в них, какое распределение. Поэтому я, как являющийся, представителем вот третьего уровня, я прямо вот популяризирую такой подход, и я ищу людей, которые, хотят вместе со мной увеличивать мощность кумулятивного накопления средой вот этого вот выигрыша для многих. Коллективное создание благ, доступных многим. Вот моя миссия. И личная, и у каждой из моей организаций бизнесовой это зашито в бизнес-стратегию. Но это, наверное, тема для отдельного выпуска. Важный вопрос у нас остался. В России есть такая история, как переговоры за алкоголем, где-нибудь в бане, в ресторане с женщинами. Алкоголь помогает в переговорах? Вначале, я бы сказал, есть плюс. Плюс действительно есть. Например, смотри, чтобы заговорить на английском языке, баночку пивка прокусить, и ты уже по-английски, говоришь. Вот как в том фильме, особенность национальной охоты. Там чувак взял по-фински, заговорил, да? Очень многие люди пришли к зрелости в бизнесе, да, на алкопатии. То есть часто это становится такой сперва формой дополняющей, а потом уже и формой доминирующей. И очень многие предприниматели, бизнесмены на этом погорели. Эйфорическое это состояние, оно дает некую легкость, но оно увеличивает твой износ, раз, и уменьшает твою способность действовать в объеме, то есть накапливать больший объем. Расплата будет очень дорогой за это. Знайте об этом прямо вот от меня, от Игоря Рыбакова. Я как человек, который был и с алкоголем, и с сигаретами, и с сигарами, да, и сейчас без уже сколько лет, 7-8, я вам ответственно заявляю следующее, что можно и так, только когда с алкоголем и сигаретами, да, есть необратимые последствия, от которых невозможно избавиться, а когда без алкоголя и сигарет все гораздо сильнее и лучше. И самое главное, накопление идет тех самых сценариев, да, поведенческих стратегий более качественное. Вот и все. Кто без алкоголя и сигарет и без наркотиков делает свою достойную жизнь, тот я. Если ты тоже вместе со мной, тогда ставь лайк и напиши мне комментарий. Все, будем вместе. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.